В этом уроке мы рассмотрим некоторые приемы работы с конструктором при создании лицевых шаблонов. Практики, показанные в уроке, помогут избежать ряда ошибок при работе с лицевыми шаблонами. Архив с материалами для данного урока, а также справочную информацию вы сможете найти под этим видео на сайте конструктора шаблонов в разделе с видеоуроками. Откроем заготовку проекта в конструкторе. Для этого просто перетащим файл проекта в окно конструктора шаблонов. Также для открытия проекта можно воспользоваться пунктом в меню «Файл. Открыть проект». Перейдем в Photoshop и обратимся к структуре PSD документа. В документе имеется две области вписывания лица. Они расположены довольно далеко друг от друга. Давайте попробуем вписать в них две пользовательских фотографии. Перечитаем PSD документ и обработаем фотографии. Как мы видим, с одной из фотографий результат обработки получился удовлетворительным, а со второй – некорректным. В шаблон оказалась вписанной только одна область лица, хотя в списке выгруженных слоев мы видим обе области вписывания. Давайте разберемся, в чем причина такого поведения. Перейдем в Photoshop и скроем графический слой, после чего в конструкторе шаблонов перечитаем PSD и заново обработаем тестовые фотографии. Как вы могли заметить, на первой фотографии область лица занимает значительную область всей фотографии, и при ее вписывании не возникает проблем, в то время как на второй фото лицо занимает весьма небольшую область, и при вписывании фотография масштабируется и происходит наложение одной фотографии на другую. Для решения проблемы перейдем в PSD документ и маскируем пустое пространство вокруг лицевых областей вписывания, скрыв все, кроме нужных нам частей. В этом моменте важно, чтобы область маскирования заходила за границы прозрачной области графического слоя, и при этом маски не пересекались друг с другом. Теперь вернемся в конструктор шаблонов и перечитаем PSD документ целиком. Теперь, когда конструктор шаблонов имеет обновленную информацию о структуре PSD документа, обработаем фотографии и посмотрим на результат. Итак, как мы видим, нам удалось достичь желаемого результата. Иногда необходимо реализовать какой-либо визуальный эффект только на части лица. Такого визуального эффекта можно добиться, продублировав область вписывания и применив к ней нейрофильтр, напоминающий морозные узоры на стекле. Затем ограничив область применения фильтра с помощью маски. Обратимся к PSD документу. Как мы видим, в PSD документе имеется один смарт-объект области вписывания. Однако для наших целей этого недостаточно. Создадим его копию прямо в Photoshop. Помните, что мы можем добавлять смарт-объекты также через меню «Вставка», который находится в самом конструкторе шаблонов. Однако сейчас проще и быстрее дублировать существующий слой прямо в PSD документе. Для того, чтобы создать эффект сродни тому, который сейчас отображается на экране, необходимо маскировать верхний смарт-объект. Так как фильтр применяется в конструкторе шаблонов, то в PSD документе будет сложно маскировать верхний смарт-объект без каких-либо ориентиров. Сделаем так, чтобы верхний смарт-объект отличался от нижнего по оттенку. Для этого перейдем в смарт-объект и добавим туда нашу примерочную фотографию. Расположим ее таким образом, чтобы реальные точки лица совпали с точками, имеющимися в смарт-объекте. Сохраним изменения и закроем смарт-объект. Поскольку мы сделали копию существующего смарт-объекта, примерочная фотография, которую мы только что добавили, также отобразится и во втором смарт-объекте. Далее добавим для этого слоя блендинг умножения, чтобы удобнее было работать с маской смарт-объекта. После чего добавим к нему слой маски и нарисуем желаемую маску. Когда верхняя область вписывания будет маскирована, уберем с нее блендинг. Он был нужен только для того, чтобы было удобнее работать с маской. Примерочную фотографию можно оставить. Она никак не повлияет на результат. Перечитаем PSD документ. Двойным кликом откроем список фильтров для выгруженной области вписывания, которой мы добавили маску, и добавим фильтр нейрофильтр с названием Whimsicality.
Теперь обработаем тестовую фотографию и посмотрим на результат. Результат получился именно таким, каким мы его и ожидали. Следите за выходом новых уроков. Мы желаем вам творческих успехов и спасибо за внимание.